Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и трагические новости о семье Татьяны Навки. Организация по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым, куда входят 60 известных советских и российских артистов почтенного возраста, вновь серьезно укрепилась. В команду Никиты Михалкова, помимо министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, вступил начальник Следственного комитета товарищ Бастрыкин и известный фигурист Петр Чернышов. В то же время певцу Сергею Пенкину и известному юмористу Евгению Петросяну отказали о вступлении в команду Никиты Михалкова. С появлением в антикоррупционном комитете Андрея Ремовича Белоусова и товарища Бастрыкина команда Никиты Михалкова заработала с новой силой. И, наконец-то, сегодня утром произошло то событие, которого долго ждала вся российская общественность и просто неравнодушные люди. Произошло задержание представителя высших эшелонов власти, человека особо приближенного к президенту, пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего Российской Федерации. Операция по аресту данного субъекта разрабатывалась не один день. Еще несколько дней назад руководство антикоррупционного комитета в лице Никиты Михалкова, товарища Бастрыкина, министра обороны Андрея Белоусова и актера Александра Домогарова обратились с просьбой к Верховному Главнокомандующему снять со своей должности пресс-секретаря и привлечь его к уголовной ответственности. Сотрудники антикоррупционного комитета были уверены, что такой человек, как пресс-секретарь, дискредитирует Верховного Главнокомандующего Российской Федерации. За короткое время были найдены необходимые доказательства, в связи с которыми пресс-секретарь будет обвиняться по следующим направлениям, среди которых поставка некачественного оборудования в зону спецоперации, что привело к многочисленным трагедиям, злоупотребление своими должностными обязанностями и заговор против антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. Надо отметить, что на данный момент вся семья пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего замешана в криминальных скандалах. Его супруга Татьяна Навка находится в женском следственном изоляторе города Москвы, а родная дочь пресс-секретаря отбывает наказание во Франции вместе со своим супругом сроком на 12,5 лет. Татьяна Навка оказалась в женском следственном изоляторе города Москвы еще месяц назад по обвинению в следующих деяниях, такие как ведение незаконной коммерческой деятельности на территории России и ближнего зарубежья, злоупотребление своей властью и финансовое мошенничество в особо крупном размере. К слову сказать, что Татьяне Навке грозит крупное уголовное наказание, и на данный момент в следственном изоляторе она находится вместе с известными публичными личностями, которые обвиняются по некоторым направлениям. Вместе с Татьяной Навкой находятся практически в одной камере следующие субъекты. Мама Ксении Собчак Людмила Нарусова, мать певицы Натальи Королевой Людмила Порывай, известная телеведущая Елена Васильевна Малышева, певица Маша Распутина, которая попала в СИЗО несколько дней назад за трагическое дорожно-транспортное происшествие, а буквально 2 дня назад в данную камеру попала и известная российская певица Надежда Георгиевна Бабкина по причине трагического происшествия, которое произошло несколько дней назад в поезде Москва-Калининград. Надежда Бабкина, возвращаясь с гастролей, на почве ревности лишила жизни проводницу поезда. Ну и совсем печальна судьба дочери пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего Российской Федерации Елизаветы, которая на данный момент находится в местах лишения свободы во Франции в городе Париже. На днях поступила информация, что для 26-летней женщины и ее супруга, известного российского бизнесмена, было изменено уголовное наказание. Увеличен срок лишения свободы с 12,5 лет до 17. Напомним, что криминальный скандал с дочерью пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего начался еще в марте текущего года. Елизавету обвинили в тяжких правонарушениях.
длительной неуплате налогов и ведении некоммерческой незаконной деятельности на территории Франции. Для этой страны это является грубейшими преступлениями и карается чрезвычайно жестко. К слову сказать, что сам пресс-секретарь Верховного Главнокомандующего уже задерживался антикоррупционным комитетом месяц назад. Пресс-секретаря арестовали вместе с Ириной Волк. Однако на тот момент антикоррупционному комитету не хватило необходимых доказательств для полного ареста пресс-секретаря. Однако теперь, когда команду Никиты Михалкова поддерживает министр обороны Андрей Белоусов и товарищ Бастрыкин, по всей вероятности пресс-секретарю Верховного Главнокомандующего не удастся уйти от заслуженного наказания. Но и по традиции последние новости в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Сотрудники антикоррупционного комитета Никиты Михалкова при помощи товарища Бастрыкина и служб ФСБ смогли предотвратить в городе Самаре диверсионный акт. По данным пресс-службы антикоррупционного комитета, его планировал устроить местный житель города Самары. Как стало известно еще в середине прошлого года, житель Самары вступил в переписку с запрещенной организацией и дал свое согласие на устройство в городе Самаре диверсионного акта. Однако в последний момент перед трагедией его удалось задержать. По данным крупного социологического опроса, уровень доверия к антикоррупционному комитету Никиты Михалкова со стороны российского населения за несколько месяцев поднялся с 85% до 97%. Вполне возможно, что на данные социологического опроса повлияли уверенная работа антикоррупционного комитета Никиты Михалкова и вступление в организацию министра обороны Андрея Белоусова и товарища Бастрыкина. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает печальные новости о известном певце по имени Шаман. Сегодня молодой певец был срочно госпитализирован во время музыкального концерта. Вероятная причина госпитализации – сильная жара. На данный момент здоровью артиста ничего не угрожает. К сожалению, еще одна печальная новость. Сегодня утром член антикоррупционного комитета и известный певец Вячеслав Добрынин во время антикоррупционной проверки в городе Перми почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Возможная причина госпитализации – острая вирусная инфекция. Сегодня день рождения отмечает известная российская и советская певица Жанна Агузарова. Жанне Агузаровой исполняется 61 год. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.